Добрый день! Сегодня я предлагаю приготовить торт-трюфель без муки, который прекрасно хранится в морозилке и вполне может заменить привычное шоколадное мороженое. В первую очередь подготовим форму, дно и бока которой необходимо застелить пергаментной бумагой, либо смазать маслом и обсыпать мукой. У меня форма диаметром 17 см, хотя производителем был заявлен диаметр в 16 см. Отставляем пока подготовленную форму и займемся тестом. Берем 125 граммов сливочного масла, желательно жирностью не меньше 82%. Потом берем 255 граммов шоколада. У меня 56%, который необходимо добавить к маслу. Теперь шоколад с маслом необходимо растопить удобным для вас способом и тщательно смешать до однородности. Получившуюся сливочно-шоколадную массу пока отставляем в сторону, чтобы она остыла. В это время берем 5 яиц, у меня категории S0, которые необходимо разделить на белки и желтки. Важно, чтобы миски, которые мы будем использовать, были абсолютно сухими и обезжиренными. Белки пока отставляем в сторону, а в желтки добавляем 55 граммов сахара. У меня коричневый, но подойдет и обычный. С помощью миксера взбиваем желтки с сахаром до увеличения в объеме, побеления и образования густой плотной пены. На это, как правило, уходит не менее 5 минут. В получившуюся пену вливаем уже остывшую сливочно-шоколадную смесь. А затем с помощью обычного венчика аккуратно, стараясь сохранить воздушность желтков, перемешиваем содержимое этой миски до однородности. Отставляем пока эту миску в сторону и берем миску с белками. Добавляем сюда немного лимонной кислоты, примерно 1/8 часть чайной ложки или на кончике ножа. И с помощью миксера взбиваем белки до мягких пиков. Подчеркну, именно до мягких. Это важно, потому что белки с жесткими пиками не войдут в желтковую смесь гладко. Теперь нам нужно аккуратно ввести белки в желтковую шоколадную массу, добавляя белки буквально по 1-2 ложки и тщательно вымешивая тесто лопаткой или венчиком после каждого добавления, стараясь по максимуму сохранить воздушность массы. Получившееся тесто переливаем в ранее подготовленную форму и отправляем в уже разогретую до 150 градусов духовку, где наш трюфельный торт будет выпекаться на протяжении 35, максимум 40 минут. Дольше держать его в духовке ни в коем случае нельзя. После духовки торт должен дрожать, особенно в середине. Если передержать трюфель в духовке, то он излишне запечется и будет напоминать обычный бисквит. Оставляем торт прямо в форме на столе до полного остывания. А затем, когда он остынет, накрываем форму пленкой и убираем трюфель в холодильник на ночь для созревания. После холодильника трюфельный торт в принципе уже можно подавать к столу, но я настойчиво рекомендую убрать его на 2-3 часа в морозильную камеру. Когда торт полностью замерзнет, его, во-первых, удобнее разрезать, а во-вторых, лично мне замороженный трюфель кажется намного вкуснее, поскольку напоминает не столько торт, сколько мороженое. Просто охлажденный трюфельный торт больше похож на кремовый мусс, не менее вкусный, но все-таки не настолько, как замороженный. Но это исключительно мое мнение. Перед подачей порционные кусочки торта по вкусу можно и нужно присыпать порошком какао, который не только сделает его более привлекательным, но и усилит шоколадный вкус. К слову, этот торт отлично хранится в морозильной камере как минимум пару месяцев, что я и делаю, завернув каждый кусочек отдельно в пленку. Это очень удобно, когда внезапно приходят гости, а у меня всегда есть готовый вкусный десерт, который одновременно напоминает и мороженое, и потрясающий шоколадный мусс. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!